Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотела поговорить о деньгах и о денежных потоках. Должна сказать вам, что за денежными потоками следят божественные сути и управляют ими. Человек не может распоряжаться денежными потоками, он может только настраиваться на них. Все мы живем в дуальном мире на Земле, где существует свет и мрак, темные и светлые силы. А деньги – это нейтральная энергия. И деньги могут быть как у светлых, так и у темных людей. В наше время произошел перекос энергии, и все мы видим, что в земной реальности деньгами зачастую обладают темные люди, а светлые испытывают недостаток в них. Деньги стали для многих Богом, высшей ценностью, в то время как это средство уплаты по счетам, нейтральная энергия, которая должна функционировать. Это как кровь в общественном организме. И в то же время молодые души, светлые люди смотрят на тех людей низких, у которых полно денег, и они ими буквально раскидываются, и думают зачастую, а может быть мне вести себя подобным образом, и у меня появятся деньги. Многие готовы даже душу продать. У меня было таких случаев несколько, когда приходит молодой человек или девушка, только окончили вуз, и вот здесь и сейчас хотят уже быть богатыми, успешными, процветающими людьми. Но дело все в том, что за все в этой жизни приходится платить. И быстрый успех – это, как правило, кандалы на ногах. Кому-то в обществе нужно начинать с какой-то скромной работы, вносить свою лепту на пользу людям. Если все сразу станут богатыми, потребуется неимоверное количество слуг. И кто же будет им служить? Кто же будет выполнять обычную работу? И поэтому высшими создано так, чтобы человек шел по пути и медленно становился все более и более благополучным. И это правильно. Но сегодня богатые люди, они являются, собственно, искушением для молодых, несведущих душ, когда они стараются быть на них похожими и таким образом отклоняются от светлой стороны реальности, готовы отказаться от Бога. Но тут я должна сказать, что ничего хорошего в этом нет, потому что темные люди лишены творчества, свободы. Те люди, которые отдают душу за богатство дьявола, не имеют никакой свободы. Это зомби, солдаты, которые получают импульсы от своего господина. И, в общем, жизнь это совсем не хороша. Конечно, каждому свое. Бог создал людей свободными, и они решают, за какой полюс им зацепиться. Я хочу сказать, что так как в этой ситуации действительно стало очень мало справедливости, высшие сути в наше время спускают через посвященных людей разные возможности для других. Это в том числе и частоты, каналы, богатства, процветания, к которым могут люди подключаться и иметь соответствующие блага. В этом плане имеет значение, какая у человека карма. У меня были такие случаи, когда, например, приходит один человек, был в отпуске здесь, с севера. Ну и говорит, вот я пришел к вам за советом.
знающие люди посоветовали прийти, поговорить, что-то выяснить. Мне хотелось бы уехать с севера, где-то поселиться на европейской части, возможно, в Подмосковье, иметь деньги, дом здесь, успех. Я еще человек не старый, я могу всего здесь достичь. А на севере мне надоело мерзнуть, очень мало солнца, и здоровье начинает подводить. Я смотрю эту ситуацию этого человека и говорю: нет, Выше не позволят вам переехать и жить здесь. Спрашивается, почему? А потому что в прошлой жизни, увы, вы убили человека. И вам не светят эти блага. Что же делать? Все мы грешные, святые на небе. И поэтому каждый человек может негативную карму исчерпывать. И таким образом он будет ближе к Богу. А в ведении Бога все, и в том числе и денежные потоки. Это надо совершенно четко уяснить. Я как контактер могу вам сказать, что существуют каналы и частоты от божественной системы, от нейтральной системы и от отрицательной системы. И эти сути, держатели этих частот, могут помогать людям. Людям светлым имеет смысл настраиваться на светлые божественные частоты, которые будут всячески способствовать их процветанию. Нейтральные частоты есть, и ими тоже можно пользоваться, но они забирают за свою помощь гораздо больше энергии. Те же пожертвования приходится отдавать в их энергофонд. А с отрицательными сутями лучше вообще никогда не связываться, потому что это будет переориентация на темный путь. И поэтому вот светлым, стремящимся к добру людям имеет смысл стараться взаимодействовать со светлыми силами. В отношении денег и денежных потоков я уже много информации открыла. Вы можете посмотреть в интернете и скачать книгу «Энергия сил света». И там буквально 4 или 5 страниц посвящены этому вопросу. Я сделала это щедрой рукой в честь выхода этой книги, в честь того, что метод духовно-практической энергии сил света был зарегистрирован. И мне хотелось для людей сделать что-то хорошее. Пожалуйста, скачивайте эту книгу, читайте, и вы там найдете много-много полезной информации. Скоро выйдет еще 2 книги. Называются они «Как противостоять злу» и «Сам себе целитель». И в каждой из этих книг, они уже в издательстве, в издательском процессе, где-то в течение месяца, они выйдут в свет, и я постараюсь их открыть для всех желающих. Там тоже много информации по заявленной теме. Читайте, просвещайтесь. И, пожалуйста, процветайте, богатейте, потому что высшие сути считают, что светлые люди могут быть тоже и богатыми, и успешными, и процветающими. И человек всегда может рассчитывать на лучшее, если он правильно себя ведет, не предавая душу. Он может быть вполне успешным. Человек может быть и святым, и дельцом одновременно. Заниматься благотворительностью, отдавать десятину на светлые дела, и все у него будет в порядке. Сейчас я вам расскажу о некоторых возможностях в этом плане духовно-практического метода энергии сил света.
А далее я дам вам некоторые советы по поводу, как обращаться с деньгами, как их привлекать. Должна сказать, что во многих странах есть свои денежные сути. В Индии, например, это Лакшми, богиня богатства. На нее могут сонастраиваться люди других национальностей. В восточных странах, азиатских, есть такая суть хатей. И люди тоже обращаются к нему, молятся, делятся энергией любви и благодарности. Это самая, кстати, высокая и самая ценная энергия на Земле и в космосе. И она очень высоко ценится высшими сутями. Это та энергия, которую они получают, и она способствует их собственному развитию. А каждая суть хочет укрепляться и развиваться дальше. Развитие бесконечно. В нашей стране люди могут обращаться к эгрегору Ярила. Он способен приносить успех, помогать светлым людям, светлым только, давать финансовые советы. А еще есть и космические сути. Вот, например, хочу рассказать вам о магической сути, вернее, не о ней самой, с ней можно сонастраиваться в рамках энергии сил света. Но в то же время хочу рассказать, вот, что есть в арсенале. Вот эта суть ведает привлечением денег, успеха. Это веселая, активная энергия. Это канал очень высокий, светлый, возвышенный. Можно просить советов, куда деньги вкладывать. Он покажет пути, приводящие к успеху, и пути, заводящие в тупик. На него нужно сонастраиваться, и тогда суть будет помогать. Эта суть не любит жадных людей. Предпочитает тех людей и адептов, которые готовы вкладывать в дело, в прогресс. Темные люди вообще не помогают. Вот что он говорит. Я думаю, это будет полезно и вам. Люди должны участвовать в мировом энергетическом обмене. Если хотите копить деньги, то зовите других судей. А должно быть так. Получил деньги, осуществляй сделки, какие-то полезные дела, и чтобы было последующее движение. Деньги, полученные с помощью этой магической сути, нужно сразу тратить, пускать дело, и оно должно быть светлым. Вклады в банки – это не совсем то, что нужно, говорит эта суть. Надо вкладывать в срочные, полезные дела. Деньги зарешены энергией. И суть хочет, чтобы эта энергия действовала быстро. Он любит, когда люди вкладывают деньги, энергию в себя, в решение проблем. Ну и, конечно, люди должны соблюдать баланс. То есть материальное – это часть духовного. Все должно быть в гармонии. Вот, пожалуйста, могу рассказать еще об одной великой магической денежной сути. Это эгрегор денег. На чистоту этой сути можно тоже настраиваться и обращаться, когда нужно. Эта суть любит, когда ей жертвуют белые цветы или розовые, чтобы было 3 цветка в букете. И говорит: сонастраивайся на чистоту и обращайся с просьбами. Но говорит о том, что высшие силы не всегда дают этой магической сути
возможность работать с тем или иным человеком. Потому что существует карма, о которой я вам говорила. А на сеансе посвящения нужно прояснять эти вопросы. То есть, возможно, человеку нужно позаниматься серьезно собой, прежде чем претендовать на взаимодействие с такой великой сутью. Она говорит, что в отношении денежных потоков в жизни людей могут быть приливы и отливы. Это во многом от них и зависит. Со средствами у всех людей будет по-разному, потому что деньги люди получают по заслугам. Ну и, конечно, когда посвященный человек обращается к такого уровня сути, он должен знать, что он хочет. Вот, пожалуйста, еще одна частота 9-й космической расы. Он может одаривать адепта подарками, деньгами, большие возможности. Он развивает дела, проекты, любит движение, деньги в бумажном выражении, денежный обмен. Но тоже не в копилку, а чтобы планы реализовывались. Ищет, куда деньги вложить, подсказывает. Деньги рассматривает как возможность участвовать в добрых и светлых проектах. От этой сути приходят деньги, которые взялись как будто ниоткуда, как последняя капля. Может отвечать на вопросы, работать со светлыми людьми, но чтобы они при этом были максимально энергетически очищенными. Может покровительствовать в сложных ситуациях, в моменты опасности. Советует людям успокаиваться, медитировать и благоволит только людям светлым, двигающимся к цели, стремящимся. Всем подряд людям помогать не будет тоже, в зависимости от кармы, потому что не любят тех, кто только плодит мусор. Теперь я хочу вам рассказать некоторые нюансы касаемо денег. Дело все в том, что деньги – это энергия, нейтральная энергия. И деньги откликаются на заботу. Бумажник, кошелек – это знак уважения к деньгам. Деньги нежелательно держать в отражении зеркальной поверхности, и там, где течет вода, деньги будут утекать. Хорошо держать деньги рядом с цветами и хранить их, на какие-то дела, не сразу потратить кошелек, положить и пойти в магазин, а вот хранить до времени. Хорошо их хранить в шкатулке или в коробке, или заворачивать в какую-то ткань. При этом деньги имеет смысл складывать купюра к купюре, картинками в одну сторону. Может, чтобы денег стало больше в бумажнике, в этом плане может помочь заряженный магнит или монета, которая будет привлекать деньги. Лучше всего заряжать 5-рублевую монету. Она весомая и хорошо привлекает деньги. Денежный поток станет активнее, если вы сами разрешите себе иметь деньги и осознаете, что вы достойны денег. А когда это бывает? Когда человек поработал, чего-то достиг, проявил себя качественно в каком-то деле, и в его подсознании рождается такая мысль, что он достиг успеха, и он достоин денег. Он может создать какие-то аффирмации, типа «я достоин денег».
И время от времени повторять ее и таким образом привлекать денежную энергию к себе. Я читала в некоторых текстах других людей, значит, о том, что вот они заряжать берутся денежные купюры. Я обращалась по этому поводу к информационным сутям, и мне был такой дан ответ, что зарядка купюр бумажных не имеет смысла. Бумага не держит энергию. Лучше зарядить амулет. И лучше всего из металла. Еще такой совет. Это уже от богини богатства. Если вы хотите, чтобы в вашем доме было больше денег, появилось богатство в виде новых вещей, то нужно обязательно чистить свой дом от старых вещей и от застойной энергии. Показать таким образом денежным сутям, что вы готовы принимать в своей жизни новые деньги, успех, новые вещи. И если вот человек себя правильно ведет, то все у него получится. Мы все должны четко знать, что деньги, они от высших сил. Все от Бога. Поэтому имеет смысл всегда держаться светлой стороны и уповать на высшие силы. У меня были такие иногда смешные случаи в прошлом. Например, ко мне приходит молодая девушка, посвященная, и говорит о том, что ее пригласили на какой-то вечер, она готова бы пойти и повеселиться, но у нее нет кофточки подходящей к юбочке. И я говорю ей: обращайтесь к божественным сутям и просите кофточку. Да, так просто. Я говорю: да, так просто. Вот когда обращаетесь, то нужно объяснить, зачем вам нужно. Вот звонит там через день: Любовь Ивановна, у меня есть кофточка. Я говорю: каким образом она у вас появилась? Я разговаривала по телефону со своей подружкой детства и рассказываю, что вот такая нужда, учусь и подрабатываю там, и в общем все так трудно. И пригласили меня на вечеринку, а мне нечего одеть, у меня нет кофточки. А та говорит: ой, дорогая, а мне родители за границы привезли столько шмоток, и одна кофточка мне явно мала. Если хочешь, я тебе ее подарю. Вот тебе и кофточка появилась. Поэтому, значит, нам всем надо понять, что в высшей сути Бог существует для того, чтобы выполнять пожелания светлых людей. Поэтому я желаю вам всегда держаться светлой стороны, и с верой, и с надеждой, и с возможностями, которые идут от высших сил, со светлыми возможностями, строить свою успешную жизнь. Пожалуйста, пишите, обращайтесь, я всегда готова вам помочь и советом, и делом. Это часть моей жизненной программы. Я это делаю с удовольствием. Никогда не думайте, что это будет одолжение для вас. Нет. Я для этого и живу, и работаю, чтобы всячески помогать светлым людям и способствовать, чтобы света и добра и успеха в их жизни было больше. Желаю вам быть здоровыми, счастливыми, благополучными и процветающими людьми. До следующих встреч.